Оказывается, можно просто на Apple Watch увидеть себя в камере и более или менее настроить кадр. Поэтому горизонт сегодня на месте. Да, все еще криво, стол криво, но горизонт сегодня, вот полочки вот эти, они нормас. Всем привет! Вы на канале Фиалковый медведь. Меня зовут Маша, и добро пожаловать. Что-то мне уже с нетерпением просто хочется весны. И вот, наконец-то, вчера у нас был первый очень теплый день, когда можно было гулять в футболке, что мы и делали. Так вот, в связи с потеплением у нас начинается сезон ивентов. И я полезла в интернет искать ивенты, мероприятия какие-то, чтобы познакомиться с новыми людьми в округе, ну и желательно как раз-таки рукодельницами, кто на одной волне со мной. И на удивление я очень быстро нашла прикольный ивент, называется Knitting and Sipping. В общем-то, вяжем и попиваем, да, сипем, типа медленно потягиваем, попиваем. Я записалась участвовать, то есть там можно привести всю семью. Мы поехали, я, собственно, с маленькой лялькой, муж, собака, мы все поехали в таком прекрасном настроении весь день, в предвкушении этого ивента, собираюсь, думаю, вот как я буду разговаривать с девчонками, обсуждать их проекты. И в этот день просто начинается какой-то всемирный потоп. Я понимаю, что дело дрянь, и буквально мы за 5 минут до того, как мы подъезжаем, мне приходит сообщение о том, что встречу отменили. Типа, к сожалению, из-за погоды встреча отменяется. Но я недолго расстраивалась, я взяла себе прекрасно кружечку вишневого, такой тягучего пива. У меня был такой самостоятельный knitting and sipping, да, я сама повязала, сама посипила, мы с мужем поболтали, у нас такое получилось такое свидание. Я вам хотела еще рассказать про очень классный по Америке ходит тег. Я его здесь, я его на экране покажу вам, потому что я не помню, как он называется, но суть его в том, что вы вяжете носок, выбираете пряжу, и выбираете под цвет этой пряжи обложку книги. То есть вы одновременно читаете книгу и вяжете носки. Ну, понятно, не обязательно именно там физически вязать и читать, но это будет достаточно раздражающее чтение, как бы и книгу-то надо как-то открыть и держать. В общем, там нет условия, что нужно это делать одновременно, просто вы какое-то время читаете, какое-то время вяжете, но у вас вот идет вместе книга и носок. У меня получалось так, что пряжу я выбрала первой, потому что я получила посылку и увидела там вот эту вот пряжу, из которой мне сразу захотелось вязать. Я, короче, по-моему, больше уже ничего не жду, и вот я очень хочу начать вязать из этой пряжи. Прям у меня есть под нее идея подарка. Так вот, в моем случае я взяла пряжу Nordic Sky. Сразу вам по-читерски покажу, потому что я заказала 3 мотка этой пряжи сразу. Вот совершенно... Не делайте так. Хорошо, это не про эту пряжу. Она, в принципе, ну, неплоха, ничего такого, но каждый раз, когда я так делаю, я думаю, ну, хватит, закажи 1 моток нового вида пряжи, да, попробуй, посмотри, и потом уже, если тебе захочется, как нормальный человек, возьми больше, да, если тебе уже понравилась эта пряжа и так далее. Ну так вот, у меня было очень розовое настроение, и я сразу 1 моток взяла в работу, вот прям сразу начала с него вязать. И вот такие вот еще 2 у меня есть, они тоже очень яркие, очень интересные. Итак, что у нас по результатам? Я довязала носочки, как вы видите, да, книгу я не дочитала до конца, у меня осталось 80 страничек, я обязательно дочитаю, она вполне себе уютная, приятное чтение. Создает атмосферу в книге очень сильно иллюстрации. Книга у нас называется World of Wonders. Каждая глава называется в честь животного или растения, и дана прекрасная какая-то иллюстрация. Да. Я бы порекомендовала эту книгу читать, единственное, по-моему, она не переведена на русский язык, поэтому просто делюсь впечатлениями. Автор я вам покажу на экране, потому что фамилия это, ну, лично мне просто не выговариваю. Носочки у нас связаны. Вот, снимаем с блокаторов, значит, я еще их не снимала.
Ой, прекрасно. Держит формы замечательно, да, красавчики. Эти носочки у нас связаны, в принципе, очень стандартно. Вот у нас идет резинка 2 на 2, потом у нас идет голенище, идет пяточка, моя любимая, вот эта вот копытца, и носочек закрыт иглой. Мне понравилась сама ниточка, работать с ней приятно. Пряжа очень мягкая. Я бы, если честно, даже не подумала, что это, вот не знаю, с закрытыми глазами вот так потрогать, я бы не подумала, что это носочная пряжа. Вот просто по жмаку я бы назвала ее шерстью мериноса. И поэтому мне было очень любопытно, как она себя поведет в носочках. Ну и плюс расцветка, мне очень хотелось с ней поработать. Вот, и поэтому появились вот такие носочки. И в общем-то, они очень мягкие. Ой, сюрприз, да, они действительно очень мягкие. И мне интересно, как они себя поведут в носке. Вот правда. Как бы 25% нейлона должно, ну, давать им нормальную носкость, надеюсь, что мягкость их никак не повлияет на износостойкость. Так вот, вот такой у меня, значит, получился прекрасный, прикольный челлендж. Девушка-блогер американский, которая проводит вот этот тег, она репостит, проходит все в Инстаграме, запрещенной в России сети, и она это все репостит в свои сторисы, ваши работы, да, вы можете это выложить под этим хэштегом, и она обязательно отрепостит свой сторис. Но я просто подумала, что как было бы классно, если бы что-то такое ходило по, ну, на русском языке, да. Я не думаю, что мой канал в силах начинать какой-то такой тег, потому что мы еще совсем малыши, мы растем, всем спасибо, но мы еще очень маленькие, вот, и, ну, не знаю, если вдруг эта информация дойдет до какого-то большого классного блогера, и он запустит этот хэштег, я с удовольствием поучаствую, потому что, мне кажется, это очень прикольно, вот, видеть вот это вот, как люди выбирают книгу из своей личной библиотеки, или идут в книжный магазин, выбирают книгу под цвет пряжи, а иногда это наоборот, у людей уже есть книга, и они выбирают пряжу под цвет книги. По-моему, это прикольно. Так, наконец-то мы закрываем тему событий, мероприятий, хэштегов и прочего, пока что откладываем в сторону. И я вам хочу показать носочки, которые уже мелькали в видео, и я выкладывала шортс, что они готовы, но я знаю, что не все далеко смотрят шортсы, и хочу вам просто вкратце показать. Ого, у меня потерялся, нет, вот он. Вот такое вот троесочие у меня получилось. Вот. И да, простят меня те, кто смотрит шортс, я повторюсь все-таки, чуть-чуть расскажу совсем. Но, в общем, это носочки из пряжи Drops Fable. Вот здесь появится информация про них. И вот этот вот носочек не прошел ВТО. Почему их 3, да, собственно? Этот носочек не прошел ВТО. Он был первый, и вязала я его на спицах 2,5. И я его связала. Мне не понравилась плотность, да, они какие-то рыхловастенькие получились. Вот, прям в дырочку. И мне не понравилась пятка. Мне показалось, что пятка вот прям как будто она не из этого носка, как будто мне вот прям захотелось связать гладкую пятку здесь. Я потом еще подумала, это вот, знаете, это был тот момент, это был последний носок, которым я вязала укрепленную пятку вот сзади. И я, если честно, я вот его связала, и потом уже села рассуждать. Это был, по-моему, 4-й носок, да, 4-я пара носок. И я думаю, почему все время бежит укрепленная пятка? То есть я посмотрела какой-то мастер-класс, там была укрепленная пятка. И на 4-м носке я, наконец-то, у меня мозг начал работать. То есть, до этого у меня мозг вообще не работал, я училась. То есть машинально просто отрабатывала. Вот, а на 4-м носке я такая, почему я все время вяжу укрепленную пятку? У меня никогда в жизни не протирался носок вот на этой стороне. То есть, если он протирался, наверное, в каком-то другом месте, а вот сбоку пятки, вот здесь, я вообще не очень понимаю, как он может протираться. Зачем? Я уже закончила, собственно, его вязать, я закончила, все положила, и по своей традиции я не начинаю 2-й носок, сразу я начинаю какой-то другой носок, потом возвращаюсь к этой паре через какое-то время, вот.
И, когда я еще посмотрела на него, мне не понравилось вот это вот начало. Мне не понравилось, что он начинается вот с этого цвета. Как будто очень выглядит, немножко неряшливо, что ли. И, я думаю, почему он не может начинаться с, ну, как бы я не учла этого вообще, просто, ну, то есть нитка началась, я начала вязать. Но как будто бы хотелось, чтобы начинался этот носочек с плотного цвета. Ну, в общем, эстетически я подумала, что лучше начать по-другому. Вот, и, соответственно, я получила шанс. В общем-то, я его не стала ничего с ним делать, потому что у меня было 2 мотка, я знала, что мне пряжи хватит. Я отложила просто вот этот пока носочек. Вот. На случай, знаете, мало ли, может, я свяжу вот такую вот пятку, а мне потом понравится больше вот это. И, в общем, я начала вот по-другому, с другого цвета. Я сделала обычную пятку, и вязала я на спицах 2,25. И да, вот это мне нравится больше. Вот. Соответственно, это такой тренировочный носок, я его кладу в свою виртуальную несуществующую коробочку неудачных носок. Я пока не буду его распускать, конечно, со временем распущу, зачем мне, ну, пряжу как бы я буду использовать, но пока пусть лежит, каши не просит. Соответственно, вот эти носочки готовы, они отправляются у нас в коробочку готовых работ. Вышивать я буду, и буду я массово вышивать на подарки свои, как бы я коплю кучу пар носочков, мне надо подарить большому количеству людей в конце года, вот, на Рождество, вот, и вышивать я буду по этим носочкам уже вот где-то к осени, вот там будет массовая вышивка. Пока что, ну, либо если у меня будет настроение, захочется, буду вышивать раньше. Но пока что планы это вышивать в осенью. И напоследок из проектов, которые я вам хочу показать, это не закончено, но было бы закончено, если бы я немножечко не напортачила с пряжей, то есть с заказом пряжи. Я хотела из этого сделать такую большую объем, ну, то есть как короткую, но объемную такую кофту с широкими рукавами, все в волнах. И я просчиталась, на самом деле, с расчетом пряжи. У меня было всего 4 мотка, но я думала, что это 4 мотка по 50 грамм, а это оказались 4 мотка по 25 грамм. И, соответственно, мне, в общем-то, и не хватило как раз-таки на рукава. Доброе утро. Я не совсем уверена, что это удачная идея записывать вам влог с улицы, потому что у нас сегодня солнце очень яркое, и от моего лица одни тени и морщинки. Ну ничего, я отойду подальше. Хочу вам показать, вот что у меня получилось на сегодняшний день из вот того количества пряжи, которое у меня было. Здесь у меня не сшито, я пока оставила булавочками, просто заколола. Ну и, собственно, вот что-то такое получается. Я хочу сделать большие рукава, чтобы они были такие, наверное, возможно, расклешенные, но пока не знаю еще. Может быть, вообще, наоборот, уйду в сборку, такой широкий рукав в сборке в конце. Может быть, это будет клеш. И обычно я решаю на ходу все. Но вот пока вот так. И я знаю, что такие волны и мохер, оно увеличивает фигуру. Это окей, мне нравится. Я понимаю, что эффект увеличивающий. Вот. И волны вот такие вот нежные. И у нас на улице на самом деле очень по-весеннему, то есть солнце яркое, но все еще прохладно. Вот у меня рука вот здесь вот прохладно, у меня внутри маечка просто тоненькая. И вот этот блок, который закрыт мохером, он полностью, вот мне так тепло и комфортно, и классно. И, конечно, вот эта погода на самом деле просто идеальная, чтобы носить какие-то такие мохеровые изделия. Потому что уже не хочется тяжелых свитеров, уже хочется чего-то полегче, но все равно еще прохладно. И мохер, он очень легкий, классный, такой летящий, но при этом в нем очень тепло. Я вязала вот эту кофточку на чиагу в своем любимом наборе. И насколько я люблю чиагу, но мне очень хотелось, то есть к спицам претензий ни в коем случае нет никаких, но мне очень хотелось просто тактильно другого ощущения. Сейчас набирает какую-то вот волну новой популярности Lantern Moon. И девчонки, кто вяжет на нем, так позитивно, так классно на нем отзывается, что прям очень вот он очень-очень приятно на нем вязать, вот очень он приятное ощущение тактильно дарит, и я так, прям так обзавидовалась, такая, думаю, ну ладно, ну прям долго откладывала этот наборчик,
но, в общем, решила. Заказала. Я вот буквально полчаса назад его заказала. Вот. Так что должен прийти где-то через недельку. Ну, может, где-то через пару неделек уже буду вам показывать, делать обзор. Напишите мне, пожалуйста, как вам формат разговора и показа там чего-то, да, с моего дворика. Вот, потому что, может быть, вас раздражает, да, тут у меня не самый красивый дворик, особенно сейчас, тут, просто весна, да, и вот буквально у нас неделю назад еще был снег, но вы увидите, как это изменится с летом, да, и я планирую высаживать цветочки какие-то, что-то. Я думаю, что будет это все меняться красиво. Вот. Но если вдруг такой формат не очень, то напишите, что думаете об этом. Спасибо. Я уже давно не работала с мохером. У меня история с мохером очень такая стародавняя. Я продавала вещи из своего рукоделия из мохера. Вот тут листочки со двора, листики примотались. Вот. Соответственно, я работала с мохером достаточно долго, продавала вещи из мохера под брендом «Фиалковый медведь», еще когда жила в Сибири. И очень приятно вернуться обратно. Я в один момент, когда вот примерно связала, наверное, перед только, да, где-то вот здесь мне захотелось зайти в интернет-магазин и заказать вот этого мохера, который мне понравился, нескольких цветов. Я сдержалась, потому что еще вот вывязывать еще кучу всего, еще кучу проектов можно навязать, вот, но у меня какая-то огромная любовь к мохеру, в принципе, вот к тонкому мохеру, я очень люблю с ним работать, вот эта вот его невесомость, это просто нежнятинка, нежняцкая, я очень люблю. В этом случае я обвязывала вот здесь вот по низу и горлышко из пряжи Drops Fable. Далеко не пошла, вот просто взяла вот из носочной, да, она все равно тоненькая, достаточно идет, и цвет, я просто искала тоненькую пряжу, вот из своих запасов искала тоненькую пряжу под цвет мохера. И, в общем-то, мне кажется, здесь достаточно удачно, она тоненькая, она будет держать, она, да, за счет полиамида будет достаточно износостойкая, поэтому, в принципе, хорошо. Ждем доставки, и как-то это все будет красиво, эстетично заканчиваться. Значит, я вам рассказала про законченные носочки проекты, про текущие проекты. Давайте я вам быстренько расскажу, что у меня, значит, пришло из новой носочной посылки, потому что пряжа здесь вся носочная будет. Да, это у нас Lana Grossa Milling Weight. Я взяла в 2 цветах. На ощупь это явно чувствуется тоньше, чем опал и регия. Это прям потоньше ниточка. Не так, чтобы прям капец критически, но где у меня Drops? Но это явно это поплотнее Дропса. У Ланы Гроссы чуть-чуть послабже скрутка идет, чем у Дропса, но она поплотнее. Цвета очень классные, яркие, прям нравится. Мне хочется с ней работать. Это никакая не негативная история. Я прям с нетерпением. С нетерпением. Смотрим дальше. Дальше у нас разные случились толщины ниток. Вот идет у нас пряжа. Это чья? Я, по-моему, видела швейцарский флаг. Да, Швеция, кстати говоря. Швеция, и называется это Сварта Форет. Надеюсь, правильно прочитала. Супервош Wool и полиамид. Это толстая нитка, теплый должен быть носочек, 150 грамм, 240 метров. Сделано, кстати, этот моток сделан в Турции, но бренд Швеция. И рекомендуют они спицы 5,5, которые я не буду брать 5,5, у меня их, по-моему, даже нет, это будет 5. И здесь у нас 30 полиамида и 70 шерсти. Супервош. Давайте достану то, что на ощупь. Вот это было разочарованием. У нас тут бренд Mayflower. Вот такие вот 2 моточка. И это самая хлипкая ниточка, которую я пока что трогала. Давайте начнем с того, что цвет. Я когда увидела этот цвет, я так подумала, интересно, почему я выбрала именно этот цвет? Какой-то
непонятный, коричневый в пятнах с зелеными точечками. Очень такой, ну, странный цвет на самом деле. Я не поняла, почему вообще. А потом я полезла смотреть в интернет-магазине, и он там выглядит вот так. Ну, и теперь вы понимаете, надеюсь, да, что на картинке он все-таки выглядит приятнее. То есть называется цвет Марс, и его расцветка напоминает какую-то вот, ну, марсовую тематику. А в жизни он просто очень темный и непонятный, какой-то непрокрашенный. Ну, это все вкусовщина, ребят. Давайте, это все мой вкус. Может быть, кому-то очень нравится и в жизни, и все это окей, все это хорошо. Но я, увидев, ну, как бы, это не то, что я ожидал. Когда это трогаешь, все, он очень такой рыхлый, очень неплотный, скрутки вообще практически нет, очень-очень слабая скрутка. 75% шерсти, 25% полиамида, ну, как будто бы он более полиамидный, что ли, я не знаю. Но давайте, ну, как бы я сделаю ремарку, что это все вот первые ощущения по вот первый жмак, да, как я это говорю, это в работе может быть совершенно другое. У меня нет еще опыта работы с этой пряжей, обязательно будет, я поэтому и беру, в общем-то, разные бренды, я стараюсь брать по 1-2 мотка, здесь 50 грамм, поэтому я их взяла 2, вот, чтобы связать нормальную такую пару, и чтобы сделать, я беру это все, чтобы сделать свои выводы по поводу брендов и вам рассказать, вот, и самой на чем-то остановиться в итоге на том, что я люблю. Просто из чистого любопытства я набираю разные бренды. Вот, например, еще один какой-то шведский бренд, Jarbo. Тут, по крайней мере, написано Jarbo. Простите меня, если вы вдруг живете в Швеции и знаете, как это правильно произносится, или просто знаете, как это правильно произносится. Значит, здесь у нас тоже достаточно плотная нитка. Это стандартный состав 75% шерсти и 25% полиамида. И у нас в 100 граммах 260 метров. Я не до конца понимаю, что это будет за цвет. Я брала его как желтый, потому что желтого мало, честно говоря. Он больше в каких-то вкраплениях. Я хотела какой-то желтый градиент. Но здесь есть еще голубой. И здесь еще есть какой-то... да, я вижу, вот какая-то охра даже пошла. Ну, в общем, посмотрим. Но я вижу здесь прям голубые точечки. Вот этого я не ожидала. Да, увидела бы я ее на витрине, у меня бы рука к ней не потянулась. Она не... на ощупь она не ощущается какой-то супернатуральный, если вы понимаете, о чем я. Будем обязательно пробовать этот бренд. И буду вам рассказывать, как мне... так, что у нас? Вот еще... ну, кстати, вот Jarbo. Еще один моток от него, и это другая серия. Это у нас Меленраги, а это у нас Бамбураги. Видимо, это у нас с бамбуком, наверное, да? 50% шерсти, 25% полиамида и 25% бамбука. Сделано в Турции. Этот моток у меня вызывает более приятное ощущение, чем вот этот. Этот более такой расхлябанный, этот более собранный. И здесь цвета такие интересные. Он коралл. Ух ты, прям внутрь уходит такой красивый коралл. Да, вот это будет интересно. Так, значит, дальше у нас идет Навия. И вот у нас тут два цвета. И вот этот цвет у меня, по секрету вам скажу, вступил в работу. На нем я отрабатываю новую для себя пяточку. Обязательно вам покажу. У нас тут идет 70% шерсть, 30% нейлон. И по цветам она меня не разочаровала. И несмотря на свои заверения не брать Реги Perfect, никогда, ни за что на свете, я все-таки заказала еще один моток, но на самом деле только потому, что здесь нет никакого ложного жаккарда, ничего такого сложного здесь нет. Здесь, в принципе, достаточно большие блоки одноцветные, поэтому я не думаю, что здесь возникнет какие-то проблемы. Вот такой пряжный лов получился. В следующее видео я планирую более подробный отзыв по Nordic Sky. Я там хотела поговорить, мне есть что сказать по плюсам и минусам. А пока я красиво, или как могу, выкладываю эту пряжу на своей пряжной витрине. И прощаюсь с вами. Спасибо вам большое за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайки, оставьте комментарии, если что-то было интересно, есть какие-то вопросы. И до новых встреч!
Christmas.